Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про то, как получить airdrop несколько раз, десятки раз и даже 100 раз. Сегодня на слуху airdrop Elysian, который уже был многим начислен, кому-то начисляется до сих пор, например, сегодня я знаю таких людей, кому тоже пришел этот airdrop наконец-таки, но есть и такие люди, которые получили его несколько раз. Этот airdrop я считаю, что вообще максимально нечестный. Все дело в том, что кто-то его до сих пор ждет, а кто-то получил его не один раз, несколько, десятки раз и даже сотни раз. И давайте я вам покажу, о чем идет речь. Вот вам, пожалуйста, кошелек, на котором 45 тысяч XRP, ну почти. Откуда они здесь взялись? Да мало ли откуда. Но у меня есть предположительный ответ. Оттуда же, откуда и токены EOS. А больше я скажу даже так. Благодаря вот таким вот токенам и появился баланс XRP. Все дело в том, что на данный кошелек было слито большое количество токенов EOS, которые сперва собирались со всех других кошельков. Ну вот вам пример. Давайте посмотрим, листаем. Вот откуда пришло 84 тысячи. Или, например, я не знаю, давайте еще посмотрим. Или вот откуда, например, 90 тысяч прилетело. Несложная математика, 90 плюс 80, уже 170. Но так а помимо этого, этот кошелек, посмотрим давайте, что делал. Правильно, тоже собирал по крупицам токен EOS. Видим, да, вот раз, два, три, и таких тут транзакций очень много. Очень много раз. Получается, этот человек получил airdrop больше 100 раз. И нас всех обокрал тем самым, я считаю. Потому что кто-то до сих пор ждет airdrop, а кто-то потом вот так просто продает и на своем балансе греет десятки тысяч XRP. Вот этот кошелек, с которого было скинуто 90 тысяч. Вот сюда. Здесь также можно наблюдать, что прилетало с разных кошельков одно и то же количество токенов EOS. И все эти кошельки, если смотреть, они все абсолютно разные. То есть кто-то нарегал кучу кошельков и просто получал сюда airdrop. Вот. И то же самое имеется на другом кошельке другого махинатора, так как они между собой в принципе никак не связаны. Здесь сейчас 2000 XRP, но видно куда-то уже отправил. И суть не в этом. Суть в том, что здесь тоже 50 тысяч Elysian, но откуда они взялись? Давайте посмотрим. Мы просто устанем листать. Я знаю, что он получил более 100 раз этот airdrop. Вот начиная отсюда где-то, 178, с транзакции номер 178, можно наблюдать, что вот у него были вот эти монеты Elysian, приходили на счет. Так, нет, здесь это все закончилось. Началось у него вот отсюда. 340-я транзакция. Сейчас, вот отсюда все началось, потому что в обратном порядке идет. И вот его первый airdrop, 12 часа как раз он начал начисляться, первые токены пришли. Это с одного кошелька, пожалуйста, вот он сразу же их продает, получает токены XRP по хорошему курсу. Снова ему прилетает уже с другого кошелька снова airdrop, и опять он это все продает. И в общем вот пошло-поехало. И вот смотрите просто Elysian, купил-продал, купил-продал. И сейчас он просто уже понимает, что курс, видно, плохой, потому что там он продавал эти монеты за 1200 XRP, тут уже по 635. И как бы что продавать? Ну, что продавать, а все равно продает, я смотрю. И в итоге потом у него полетели самые интересные такие транзакции. Это когда он уже, видно, устал. Устал, бедный, продавать. Начал продавать уже, видите, по 2 раза. Ну, по 2 airdропа сразу, по 10 тысяч, по 12. Потом начал вот копить. Уже по 22 тысячи продавать. Эти XRP, он, я не знаю, что у него тут. На Binance улетают тут же 5000, вот 2700, еще 5000, еще 8000. И опять airdропчики мы копим. Все это продаем, получаем XRP, снова копим. Видите, как их много тут просто. Просто тысячами XRP мутим, крутим, баламутим, да, вот так вот 45 тысяч Elysian опять продаем, еще 4,5 просто XRP получаем, опять копим с разных кошельков airdropчик, нас обкрадываем тем самым, опять все это продаем. И так до бесконечности это идет. Ну, как до бесконечности, видите, вот и все идет. Вот вы понимаете, да, что вы получили один airdrop, хорошо, если получили, и рады этому. Кто-то получил, может быть, 2. Я получил 2. Я не буду это скрывать. Я показывал, как получить airdrop на кошелек Ledger и как получить на кошелек XUM. Я не рассчитывал, что его накинут 2 раза. Я даже не знал, что так можно. В принципе, было предположение, но мне казалось, что
Ну, как бы не знаю, каждый раз кошелек надо регистрировать, его нужно активировать, это платить 10, 15, 20 XRP в зависимости от места, где ты получаешь кошелек. Неизвестно было, сколько токенов придет, неизвестна была их стоимость. То есть, ну, если бы понимать изначально, что да, каждый airdrop будет тебе приносить 1000, а ты тратишь изначально 10 токенов, то, конечно, камон, регай там, пока пальцы не сотрешь все эти кошельки, и потом все это окупится. Но никто этого не знал, и никто, во всяком случае, не жульничал, как вот такие люди. И давайте просто дальше листать. Вот я заговорился, а у него тут просто все не прекращалось. Вот видите, все листаю, токены идут. И я вам скажу, мне не лень было посчитать. Я посчитал, это было где-то 100 с лишним раз, ему пришло airdrop токенов ELS. Ну вот как это? Это просто жестко, я считаю. Если вот так вот подумать, то давайте просто без всякой математики лишней. Ну ладно, давайте с ней 5643 умножаем вот на 100 даже. Пусть будет 100. Он получил более полумиллиона токенов Elysian. Если их умножить даже вот там, поскольку они по 0,14 центов, да. Я думаю, что он все 100 тысяч сделал, что еще и не все кошельки тут увидели мы, и чего-то еще не знаем. Ну, в общем, короче, ребят, это очень жестко. Если вы хотите получать airdrop несколько раз, то, конечно, вы можете заморочиться, тоже регистрировать эти кошельки, но никакой гарантии нет, что airdrop, который придет, окупит эту тему. Хотя, с другой стороны, может быть, этот airdrop не окупит, другой тоже, а другой вот возьмет и озолотит вас. Тут неизвестно ничего, непонятно. Вообще непонятно, если честно, почему этот airdrop был выдан настолько тупо, я считаю. Потому что, например, если токены соло будут выдаваться на основе того, какие у тебя балансы, ну то есть сколько ты токенов холдишь, и это будет справедливо, такого уже не произойдет, это просто будет невозможно. Ну ты можешь хоть на 100 кошельков раскидать там все свои токены, да, но ты просто на все 100 кошельков получишь равное значение какое-то там, но не больше, не меньше, чем положено и отведено по формуле. Здесь же, значит, никаких токенов держать не надо было, здесь надо было просто выставить линию доверия, и все, что нужно было, иметь кошелек. Ну а что такое кошелек иметь? Это 10-15 XRP, линия доверия, это еще 2 токена. В общем, он где-то сделал кошелек каждый токенов за 15-20, потратив на это, ну, не больше $20, а получил назад по 1000. Ну вот и думайте. Хочется, конечно, верить, что те, кто еще не получил airdrop, они его получат, потому что действительно сегодня вот человек писал, что ему сегодня начислили. И хочется верить, что такие вот airdropы, ну не то, что даже такие airdropы, а что вообще airdropы будут более продуманно делаться, и такие поступки будут пресекаться, потому что это очень несправедливо. Ну, возможно, тот, кто это сделал, я не знаю, красавчик, молодец, потому что надо успевать везде. Вот он успел, сообразил, но с другой стороны он обокрал всех нас. И в любом случае он заработал намного больше, чем мы. Вот и сиди тут теперь рассуждай, кто молодец, кто прав, кто виноват, и хорошо это было или плохо. Вот такое вот видео получилось, не знаю даже, что это больше, такое новостное освещение или же просто лайфхак, находка, золотая жила для кого-то. Но учтите, что много кошельков, это не значит, что вы получите много денег, потому что нормальные более-менее airdropы так не делаются. И не факт, что какой-то еще airdrop повторит эту ошибку. В любом случае никто никому не запрещает иметь кучу девайсов, кошельков и каждому решать самому, что делать, а что нет. А если вы сидите в Telegram, то советую вам зайти подписаться на канал, присоединиться к нашему чату и обязательно запустить бот богачей. Что это за бот, я вам сейчас покажу вкратце. На YouTube вы не всегда можете уследить за потоком информации, которая там появляется, да и вообще на это нужно больше времени. Здесь же заходите в бота, активируете, открываете главное меню, и вот он, пожалуйста, раздел airdropов. Тут вы будете видеть, какие airdropы еще активны. Вот, например, airdrop solo. Еще можно туда подать заявку на участие, так же, как и на airdrop xFi. И все это здесь есть. Также здесь есть информация по лаунчпадам. Вот, допустим, GenaPets, который я освещал. Заходите, все смотрите. Здесь есть все ссылки на проект, которые имеются, чтобы вы знали, как, куда, чего подписаться. И обучающий материал. Например, я не знаю, ну что там. Вас интересует, что такое стейкинг. Заходите, смотрите. И вот, пожалуйста, стейкинг на Binance, стейкинг на PancakeSwap. И как делегировать токены Sungbird. Очень полезный бот, он еще на стадии развития, будет развиваться, дополняться, поэтому если вы хотите пользоваться таким ботом, то можете уже сейчас присоединяться, пользоваться, а по мере дополнения он будет просто все круче, информативнее и интереснее. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то обязательно подписывайтесь. Это наш путь, который мы можем пройти все вместе, стать богачами, вместе легче, проще. Давайте, короче, создавать интересное комьюнити и
и продвигаться дальше. Все полезные ссылки будут в описании под роликом, в том числе на Telegram, бота и не только. Заходите, смотрите, пользуйтесь. А на этом у меня, ребят, все.